Белый дым из Сикстинской капеллы, шпионские страсти, за кем подглядывает Трамп, и перемирие по-путински — это сколько дронов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. ВСУ возвращаются в Курскую область. Курская операция 2. Дания вызывает посла США. Вашингтон усиливает разведку в Гренландии. Картошка стала стратегическим дефицитом. Лукашенко обещает сеять сам. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Дипломатический скандал в Дании. Министр иностранных дел заявил, что вызовет американского посла из-за публикации The Wall Street Journal. По данным издания, США усиливают разведку в Гренландии. Все это после заявлений Дональда Трампа о возможности военного пути взятия контроля над островом. Друзья не шпионят друг за другом. Я не могу быть уверен, что это происходит, потому что об этом пишет газета. Но не похоже, что это было опровергнуто людьми, которые упомянуты в статье, и это меня беспокоит. По информации Wall Street Journal, по указанию директора национальной разведки США Тулси Габбард, разведслужбы получили задание собрать информацию о движении за независимость Гренландии и отношении местных к добыче американских ресурсов. Тулси Габбард, в свою очередь, не опровергла факт утечки, но обвинила журналистов в политизации и угрозе национальной безопасности. Расмуссен дал понять, что не намерен делать вид, что ничего не происходит. Он потребовал объяснений и подчеркнул, что если информация подтвердится, это будет вопиющим вмешательством во внутренние дела Дании, которой Гренландия, пусть и формально, но принадлежит. Перемирие в Украине началось с масштабного российского обстрела. Президент страны говорит о 140 дронах и баллистике. Отличное начало прекращения огня, о котором заявляла Россия. Було гучно в Києві, в інших наших містах. І, на жаль, є поранення. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Весь день триває розбір завалів у Харкові, в Сумах, також в столице. Россия в ночь с 7 на 8 мая заявила о трехдневном перемирии. Кремль в очередной раз объявил о прекращении огня в одностороннем порядке в честь так называемого Дня Победы. Пресс-секретарь Песков подтвердил, Путин лично отдал приказ о прекращении боевых действий. Но уже через несколько часов новый удар по Украине. В 2:39 ночи воздушные силы ВСУ сообщили о высокой активности тактической авиации врага на северо-восточном направлении. И буквально сразу после этого были зафиксированы пуски управляемых авиабомб по Сумской области. Об этом поговорили с военным аналитиком из Украины Денисом Поповичем. Все войны заканчиваются переговорами. И все войны когда-нибудь заканчиваются. Но в данном случае, когда мы говорим о перемирии, которое якобы началось с полуночи 8 мая, то это перемирие одностороннее. Да, то есть оно было объявлено Владимиром Путиным, мы это помним. Любое перемирие – это плод переговоров двух сторон. То есть должны быть выработаны условия соблюдения перемирия, должны быть условия выработаны контроля над соблюдением перемирия и так далее и тому подобное. Это должны вырабатывать обе стороны. Когда перемирие одностороннее, это говорит о том, что оно в данный момент выгодно. Да? То есть пасхальное перемирие было необходимо для того, чтобы под его прикрытием потянуть войска и нанести удар с более выгодных позиций. Где-то это даже принесло свои плоды для российской армии. Никто не рассчитывал на то, что это объявленное россиянами перемирие будет соблюдаться. Тем не менее, допустим, в Соединенных Штатах считают, что нужно идти на переговоры. Вице-президент страны говорит, что это единственный путь к завершению войны. И сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы стороны согласовали хотя бы базовые принципы для начала диалога. Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в разрешении этого вопроса. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенные требования, определенные уступки для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком много. Хорошо, тогда, очевидно, украинцы имеют большое значение. Они являются другой стороной конфликта, по крайней мере, в прямом конфликте. И мы должны спросить, что нужно украинцам для успешного завершения этого конфликта. И мы будем продолжать этот разговор.
Дональд Трамп уже отреагировал на эти слова своего вице-президента, говорит, может, у Венса больше информации есть. А вот спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог говорит, что Киев готов на заморозку. Правда, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что вопрос уже не в том, готова ли Украина к переговорам, а в том, что Россия не собирается останавливать войну, и это признают даже в Вашингтоне. По словам Подоляка, спецпредставитель Келлог прямо признал, Кремль не заинтересован в прекращении войны. И это, по мнению украинской стороны, ставит точку в спекуляциях о заморозке конфликта и демилитаризованных зонах. Силы обороны Украины перешли границу РФ в бой за Теткино. Под контролем Украины уже 2 улицы, сообщают аналитики Института изучения войны. По их данным, украинские подразделения продвинулись в поселке Теткино, что прямо на границе с Сумской областью. Геолокационные видео показывают авиаудары российских войск по южной части Теткино. А это может говорить о том, что украинские силы уже заняли там позиции. Российские военкоры пишут, что ВСУ контролируют несколько улиц в южной части населенного пункта и удерживают позиции, несмотря на обстрелы. Другие утверждают, что украинцев якобы вытеснили, но Институт изучения войны это не подтверждает. Спросили у военного аналитика Дениса Поповича о том, чем важен такой маневр, и не собираются ли силы обороны снова начать Курскую операцию. Я не стал бы эту операцию называть Курская операция 2. Речь о тактических продвижениях. Они пока не сравнимы с тем, что было в Курской области после 6 августа прошлого года. Ну, то есть разные причины, мы сейчас не будем на них останавливаться, но пока я бы не переоценивал значение этих продвижений. Судя по всему, это еще один отвлекающий маневр, направленный на то, чтобы оттянуть войска Российской Федерации от других направлений. В данном случае в Сумской области. Есть угроза наступления противника на Сумскую область, поэтому вот это вот давление на российское приграничье, оно может быть связано со стремлением эти войска оттянуть, российские войска, и предотвратить крупное наступление на Сумскую область. Кроме того, ВСУ нанесли удар по пункту управления дронами в районе Теткино. Уничтожено до 20 российских военных, сообщили об этом в воздушных силах Украины. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Мир может увидеть белый дым уже сегодня. Ватикан готовится к историческому моменту. Уже сегодня вечером или завтра утром может быть избран новый Папа Римский. Об этом сообщают источники Sky News. Кардиналы уже собрались на конклав и, по данным журналистов, могут достичь 2/3 голосов в ближайшие часы. Именно столько нужно для избрания понтифика. Кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они едины в своем решении, и наоборот, затяжной конклав будет воспринят как признак раскола среди кардиналов. А тем временем тысячи католиков собрались на площади Святого Петра в Риме в напряженном ожидании, но белый дым пока так и не появляется. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы пока шел только черный дым, что означает, нового папу римского пока не избрали. Очень волнуюсь. Это очень важный момент для всех верующих католиков. Неважно, какого цвета дым. Сейчас главное молиться за следующего папу. Кто бы он ни был, он, несомненно, послан Святым Духом. 49 немецких компаний заявили об ответственности за приход Гитлера к власти. Накануне 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе именитые немецкие компании выпустили историческое заявление о своей ответственности за укрепление власти нацистов в 1930-х годах. В письме, подписанном топ-менеджерами таких гигантов, как Adidas, Volkswagen, Bosch, BMW, Mercedes-Benz, Deutsche Bahn и Lufthansa, говорится прямо: без участия бизнеса приход Гитлера к власти в 1933 году был бы невозможен. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних руководителей в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Сегодня мы, как немецкие компании, берем на себя ответственность за то, чтобы память о преступлениях нацистской эпохи сохранялась.
Компании признают, что в погоне за прибылью многие из них сознательно сотрудничали с национал-социалистами, способствуя укреплению диктатуры. Они подчеркивают, что демократия – это не только право, но и обязанность участвовать, сопротивляться и не молчать перед лицом зла. Заявление беспрецедентное по силе и масштабу напоминания. Корпоративная этика не должна подстраиваться под режим, даже спустя 91 год после 1933-го. Беларуси не хватает картошки. На фоне жалоб белорусов на дорогой и плохой картофель Александр Лукашенко неожиданно взял и признал дефицит. И объяснил все рыночной логикой. Мол, фермеры хотят больше заработать, а россияне готовы платить в разы больше, чем белорусы. Вот и ушел весь урожай за границу. И вы думаете, что в России, в других странах, где сегодня дефицит картофеля, они что, завтра этот дефицит уберут, исчерпают? Нет. Он еще будет несколько лет. Так давайте, я говорю, вот у нас есть семенной картофель. Ну еще месяц уже отмучаемся, кому там картофель не нравится, какой-то. А это посеян. Получим 10 раз больше, чем посеяли, и потом продадим. Продадим по хорошей цене. Еще он поручил Комитету госконтроля разобраться с торговыми сетями. Якобы именно там где-то зарыт клубень этой проблемы. Тем временем белорусы уже несколько месяцев жалуются на качество и цены. ТикТок полон видео, где люди сравнивают картошку с камнями и просят Лукашенко, хоть что-то с этим сделать. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.